Здравствуйте, мои дорогие. Кто войдет в вашу жизнь? Что это за судьбоносная встреча? Поехали. Колода давно готова, ждет вас уже. Ух ты, смотрите, он сразу выходит, такой не стесняется. Сразу говорит, что я на пороге, да, то есть я скоро буду. Мужчина с пентаклем, мужчина стабильный при своем достатке, да, и он идет в вашу жизнь. Что это за человек, для чего он идет? Для чего идет? Давайте посмотрим. Что это у нас такое? Сразу две карты вышли. Смотрите, вот интересно, уладить какую-то проблему. Тут, конечно, сердце разбитое, но сердце разбитое обычно лечат чувствами, а здесь разбитое сердце лечится деньгами. Вот так вот. Может быть, это не разбитое сердце от чувств, значит, сердце могло быть как потревожено чем-то другим, то есть какая-то боль в вашей жизни будет залечена его поддержкой, его помощью, его финансами. Возможно, это не для отношений человек идет, понимаете как? А если и для отношений, то тогда только к тем, кто может принять такую помощь, такую поддержку. Пардон. Вот так вот. Чтобы вы стали сильнее, чтобы вы выглядели лучше. Этот человек идет украсить вашу жизнь, усилить вашу жизнь. Как вы узнаете его? Как вы узнаете его? Ну, он имеет... Ну, он богат, вот так вот. Он богат. Он имеет, возможно, либо большой бизнес, либо, ну, действительно, как хозяин большого проекта какого-то. Как вы его узнаете? Как вы его узнаете? Очень много пентаклевых карт идет. А в чем судьбоносность вообще? Вот что он идет? Сейчас я тогда... Вы узнаете его, да, возвращаясь к тем картам, в чем судьбоносность, и тут идет вот такой процесс рутинный. Вы узнаете его по его осознанности, да, по его такой стабильной жизни, потому как он вообще воспринимает этот мир, потому как он видит этот мир. То есть здесь, скорее всего, как душа почувствует, это может через разговор идти, через то, как люди смотрят друг на друга, и вы узнаете его по тому, насколько он бережно относится вот к тому, что создает. Он говорит о том, что потерялся когда-то в жизни и не знал, как прийти в нее, но стабилизировал ее каким-то порядком, какой-то рутиной. Приведя себя в порядок, он привел в порядок все, что окружает его. Вот он как-то изменился благодаря тому, что начал постепенно приводить свою жизнь в порядок. Видеть в мелочах радость, создавать из ничего, да, вот что-то постепенно. Вы действительно поймете, что этот человек, вообще, в общении с ним, да, поймете, что этот человек прошел очень сложный путь, что действительно ранее он не видел правильного своего назначения, да, он не видел, как правильно идти, как потерянный какой-то был. А почему у него такое в жизни было? Вот просто интересно. Что там такое могло быть, что там случится? Ну, потери в юношеском, либо в каком-то детском возрасте могли быть потери. Он туда возвращаться не хочет, он постоянно думает о будущем и смотрит именно туда, да, то есть он как бежит, вот. Не хочет копаться в прошлом, в постоянном движении вперед. У него высокие цели, большущие цели. Он действительно видит цель, и он движется к этой цели. Он не хочет останавливаться, практически никогда не оборачивается назад.
И вы знаете, у него получается достигать. Он создал себе такую жизнь, которой часто люди завидуют. Вот таким людям очень сильно завидуют, и, скорее всего, у него эти завистники есть. Но вы знаете, он достаточно жестко принимает удары судьбы сейчас, и то, как люди относятся к нему, которые не терпят тех людей, которые достигли сами всего. И вот эти завистники и сплетники ему вообще до одного места. А здесь мечевой король идет. Он ищет такую же мечевую королеву, вернее как, встретит такую же мечевую королеву, да, это, наверное, вы. Два сильных человека, сильнейших партнера. Его поразит ваша интуиция и ваше отношение к жизни. Он увидит в вас женщину чистую какую-то, целомудренную, будто бы сам космос через вас говорит. Вот он так скажет вам. Ну или как-то в этом, что-то в этом роде. Вот такой человек. Смотрим дальше. Что это за мужчина, который входит в вашу жизнь? Как вы узнаете этого человека? Как вы узнаете этого человека? У него есть два основных направления, вернее, будут, возможно, да, это то, чем он занимается, и то, что дает ему еще поддержку, силу. Скорее всего, это ребенок, да, у него есть, либо какое-то что-то, что он создал и вот любит душой. Вы узнаете его по манерам, по тому узнаете, да, что он всегда готов познавать этот мир, узнавать новое, практиковать, использовать на себе, да, то есть как проверяет этот мир на зуб. Как вы его узнаете? Он давно покончил с экономией и бедностью. Имеет очень мудрую позицию в жизни. Вообще душа такая, знаете, которая развивается. И человек, который говорит, что если в жизни так пришлось, что нужно остаться одному, да, то это лучше, чем быть с людьми, которые не ценят его, которые не видят его труды, не понимают его и так далее, да, то есть он привык к этому состоянию, по сути, он одиночка. Одиночка, который умеет эту жизнь буквально как прогинать, да, под себя. Он как хозяин своей жизни. И проходя невероятное количество изменений, трансформаций в своей жизни, достиг такого высокого уровня. Ну, знаете, когда проверяют, кажется, что высшие силы проверяют, а он прошел через этот путь, прошел своим сложнейшим путем. И смотрите, как интересно. Вот вы королева кубков, а вот он, да, тот, который вот эту чистоту заслужил своим отношением к жизни, своей любовью к жизни. Он говорит, я практически сам дьявол, потому что я прошел, я победил его и съел. Вот. Вот это человек идет к вам, однако. Он так двигается, что, ну вот двигается по жизни с такой скоростью, чтобы убрать этот страх, да, то есть он включает тогда скорость. Это может быть проявляться, допустим, как он водит автомобиль, но тут, скорее всего, про то, насколько он движется вот именно по жизненному пути. Он давно осознал, что когда делаешь определенные ошибки, они не прощаются, да, и вот он понял, какие ошибки нельзя делать, и постоянно вот это движение вперед у него присутствует, чтобы победить этот страх. Например, если бы он боялся плавать, он бы, скорее всего, просто прыгнул в воду и там уже бы решал, да, то есть с разгону. Либо, если он чего-то боится, он просто идет на этот страх. То есть кажется, что этого страха нет со стороны, вот кажется, что он прям миром владеет. Вот он. Вот такой идет к вам властелин.
Но это не воинственный человек. В его природе стабильность и чувство. Это скорее человек, который несет мир в этот мир. Такой вот мужчина идет к вам. Как вы с ним познакомитесь? Сколько еще до этой встречи? Как вы с ним познакомитесь? Это реально прям сама встреча даже судьбоносная. Сама встреча судьбоносная. Здесь будет двойной такой подход. Скорее всего, он один раз с вами свяжется, и будет общение. И после этого, после разрушения, будет еще раз. Возможно, даже как-то так трижды вы начинаете с ним связываться, либо он с вами. Вот. Каждое из ваших общений этот человек превращает в какой-то свой жизненный урок, да, и у вас тоже какие-то изменения происходят в жизни. Но эта встреча вот очередная скоро произойдет. Для кого-то это первая встреча, для кого-то вторая, для кого-то третья. В качестве кого вы будете общаться в начале? Это будет сугубо такой деловой разговор, либо по каким-то вопросам бытового плана, но в любом случае не любовное. Как вы будете с ним общаться? Вы еще не понимаете, что вы станете друг для друга не просто знакомыми, не просто друзьями, а станете любимыми людьми. Я вижу вас под одной крышей какое-то время, но вы все равно еще не понимаете, что вы созданы друг для друга. Возможно, это как ну, какое-то здание, да, вот вы там находитесь. В качестве кого вы будете, ну как вы будете его видеть, когда всемогущий, Боже, и очень добрый человек, который прошел, у него, знаете, как за плечами какой-то горький-горький опыт. Но поначалу он будет вас даже раздражать чем-то. Почему? Почему какое-то, знаете, от вас такое идет раздражение в его сторону? Два туза. Вы будете сразу чувствовать. Вы представляете, вы не будете знать, ум не знает, а оба чувствуют, что вот тут что-то такое зарождается. Но вы все еще общаетесь, два человека, как друзья, как знакомые, как деловые какие-то партнеры. И общение не заходит дальше, чем вот обычное деловое общение. Но ваши души, смотрите, они как будто бы общаются за пределами ваших тел. Ваши души чувствуют. Вы немножко чувствуете, что что-то происходит какое-то, но вы не даете развития этому. И он точно так же. В первые даже какие-то минуты общения, там, дни общения, месяцы общения, вы предстаете перед его взором как такая женщина, которая наслаждается этой жизнью, старается создать такой комфорт и уют, создать стабильность, и у вас это довольно-таки неплохо получается. Он как сразу видит в вас вот эту королеву пентаклей. Он сразу видит в вас, между прочим, вот душа его видит, а разуму он не позволяет об этом думать, что вы ну, вместе могли бы создать семью, представляете? Так, ну хорошо, у нас тут еще, смотрите, сколько карт осталось. Я бы хотела тогда, вот сейчас, исходя из той информации, которую вы сейчас услышали, как вы его узнаете вот сейчас? Как вы его узнаете? Как вы его узнаете?
А ну-ка, что это? Ну вот он как друг идет к вам сначала, как друг, не как любовная пара, как друг, приятель, у которого есть ресурс, который, возможно, интересен вам был бы. Это могут быть и связи, и знакомства, и, допустим, знания какие-то, вплоть до того, что может быть и финансово. Но он такой, знаете, стабильный человек, стабильный. И к вам идет как друг для начала. Это судьба вот его буквально в вашу жизнь заводит, да, для того, чтобы вот эта дорога вашей жизни в какую-то минуту перестала быть такой сложной. Хорошо, кем вы будете друг для друга в итоге? Ну, первое время я тут просто вижу, что у вас просто дружба, просто какие-то деловые связи и чувствование такое обостренное у каждого из вас, что что-то происходит. Вот. Но это будет очень долго так продолжаться. Ну хорошо, этот человек, кем он вообще может стать вам? Кем он может стать вам в будущем? Открытые дороги. Кем он может стать вам в будущем? Будто бы тем, кто открывает для вас вот двери, вы шагаете в новую жизнь, и у вас идет вдохновение, у вас исполняются желания, у вас вот эта энергия появляется, такая божья искра. И вы достигаете определенных высот. Видите как? Становитесь более целостной, еще более целостной. Возможно, завершаете что-то или что-то создаете завершенное. Ну, вот таких людей нужно побольше, да, в какой бы сфере это ни было, отношения, деловые связи. Но чтобы вот такой человек хороший встречался, конечно же, хорошим людям на пути. Так, вам совет на момент сейчас. Что вам посоветуют высшие силы? Вы очень творческая, ну, креативная натура, и вам говорят, что для завершения чего-то очень стоящего необходим третий человек. Или нужно три. Вам совет поставить цели, как можно быстрее к ней двигаться, но по пути наслаждаться дорогой. Вот рассматривать. Помните, как в притче, когда нес ученик воду своему учителю и сначала смотрел по сторонам и расплескал всю ложечку вот эту воды, или алии, да, а в другой раз, наоборот, он сосредоточился на ложке и донес только ложку, но не увидел, что по сторонам. Так вот, гармония состоит в том, притча говорит в итоге, что нужно гармонично совмещать в себе и то, что ты идешь к цели, и еще наслаждаться жизнью. Вот. То есть вот так вот. Но у него это получается. Видите как? И вам, значит, тоже рекомендуют высшие силы, достигая своей цели, наслаждаться процессом. По сути, это женский путь. Когда не триггерит очень сильно сам результат. Вот. И чтобы жизнь не казалась такой, ну, как у кого-то, может, действительно скука какая-то бывает, вот, но чтобы это так не казалось, нужно быть более энергичной. И тут, знаете как, не отказываться от общения с противоположным полом. Быть очень энергичной и харизматичной натурой сама для себя. Также замечать силу в других, использовать свой ресурс на полную мощность. И тогда действительно жизнь заиграет абсолютно другими красками. Вот так, мои дорогие, я очень рада была, что вы были здесь со мной. Спасибо вам за вашу поддержку, за вашу энергетику такую мощную, классную. И я хочу поблагодарить за ваши лайки, комментарии и отдельно за финансовую поддержку. Пускай в ваших жизнях все намного больше увеличивается, чем вот вы даже думаете. Всего доброго, пока-пока.